таких условиях самое лучшее, это Джонсон пишет, что вы можете сделать, это совершить маневр, который называется «бросить дохлого кота на стол». У консерваторов сейчас серьезные проблемы. Переговоры с Евросоюзом идут никуда. Они проиграли практически выборы, они проиграли Брексит. Мэй на выходе вместе с ним. Им надо продлять свою политическую жизнь. Он бросает дохлого кота. Всем бы такие проблемы, как в Великобритании с дохлыми котами или с чем-то еще. Уровень жизни в 10 раз больше, чем в Российской Федерации, притом не обладая энергоресурсами, которые обладает Российская Федерация. И, кстати, мозгами тоже, которые есть в России, но утекают, и в том числе в Лондон. Это мне? Да. Значит, хочу сказать... Что-то накипело, не обращайте внимания. То, что... Шахматную партию и вот эти маневры, которые мы наблюдаем, Мария Захарова, Борис Джонсон, Трамп или все какие-то подобные товарищи, это очевидная предвоенная риторика. Так начинаются войны, так формируются коалиции, так поднимаются ставки, так идет политическая шизофрения, если можно так сказать, так идет повышение вестов, так идут двойные, тройные маневры и так далее. Это очевидная предвоенная риторика, война, которая готовится. Очевидно, это так. Так шла дипломатия Чемберлена там, в 1938 году, так формировался Мюнхенский сговор. То же самое происходило перед Первой мировой войной и так далее. Поэтому над этим смеяться совершенно точно не нужно. И Мария Захарова, которая делает такие хлесткие заявления, и вы, когда читаете про этих дохлых кошек, это, в общем, не смешно. Это не я, это он пишет. Борис Джонсон Вы читаете, там Чукча, что, я не могу читать то, не что он только написал? писатель, Чукча он и писатель в том числе, правильно? А англичане, Борис Джонсон мы передадим вы же Борису. сказали, англичане, которые заварили кашу, овсянку, которую заварили, они действительно действуют в неком фарватере, и вы все пытаетесь придумать некий разобщенный Запад, да? Он коллективный и еще ни разу не избоил. Вы показали доску позора, в котором, допустим, есть Словения. Это в газетах европейских называют. Так, Доской позора, конечно. да. Буквально Доска час позора. назад Словения отозвала своего посла из Российской Федерации для консультации. Это к вопросу относительно снижения дипломатических отношений. Если вы думаете, что будет какой-то ручеек по поводу Австрии, да, возможно, он будет. Более того, относительно переговоров, американцы никогда не отказывались от переговоров с Российской Федерацией. Но, повторюсь, основная вещь в этих переговорах звучит примерно так. Вы идете на наши условия, от которых вы отказываетесь с 2007-2014 года. Вы отказываетесь. Например? Условия не нарушать те договоренности в мире, которые существуют. США после развала Советского Союза имеет однополярный мир и управляет этим подходом. Россия его нарушила Крымом и Донбассом и определенным образом влезла в Сирию, туда, куда она не должна была бы влезать достаточно давно, начиная с Афганистана. Россия никуда не лезла. Россия это показала. В Афганистан мы тоже влезли, нас уже обвинили в том, что мы поставляем оружие талибам. Сейчас имеется в виду? Да, конечно. конечно. Это к вопросу относительно того, что весь мир воспринимает страны, которые пошли на поводу Великобритании и США, как изгоев или что-то еще. Да нет, Россию воспринимают таким образом. К сожалению, международные средства массовой информации, дипломаты и так далее. А что происходит относительно высылки дипломатов из Соединенных Штатов Америки? Да они просто издеваются над нами. Просто издеваются. Вот это сообщение, которое вы процитировали относительно замены дипломатов, это чистой воды издевательство. А вторая причина, которая существует, вы ее знаете очень неплохо. 60 насиженных резидентов, которые работали в Соединенных Штатах Америки, прикомандированные к нашему посольству, нужно заменить на свежих, которые будут очень долго находить какие-то возможности. Мы отлично понимаем, что для нас, с точки зрения работы резидентуры, это большой удар, 60 человек, высылки из Соединенных Штатов Америки, тем более не по делу Скрипаля, а по давлению на Соединенные Штаты Америки. А вы какое-то отношение к Ясневу, вот что такие детали нам сообщаете, имеете? Я вам сообщаю, да. Небольшие... Такие познания? 60 резидентов? Разведпризнаки, скорее всего. Чтобы вы понимали, как это происходит. Один резидент. И следующий вопрос. Вот у меня вопрос. Леонид говорит... конечно, мы сейчас обязательно должны среагировать на высылку дипломатов. А помните 30 декабря, как мы дружно аплодировали, когда мы не выслали 35 дипломатов в ответ на высылку Обамы? Это вы тоже аплодировали. Это вы аплодировали, я никогда не аплодировал. Вот та сторона вся аплодировала, говорит, как здорово и гуманно. Я не аплодировал, это правильно? Я хочу вот о чем сказать. И про Афганистан, Леонид когда Иванович, мы давали им транзит Леонид американцам, я не аплодировал, а Пожалуйста, голосовал не против. перебивайте.
Еще вопрос. Соединенные Штаты Америки, кроме высылки дипломатов, закрывают наше генконсульство в Сиэтле. И скоро российский флаг будет снят оттуда, как снимали тогда в Сан-Франциско и с радуешься? Вашингтона. Никит, чё ты Скажите, вы так же будете топать ножками рад- вот здесь бегать? да, радуешься, Леонид что? Иванович? Вот Нет. так будете топать Мы здесь будем ножками? закрывать А тоже. скажите, пожалуйста, Леонид Иванович, вот вы говорили, нужен Радоваться ответ. будете Секунду. вы. А господин Клинцевич, или товарищ Клинцевич, говорил о том, что надо бригаду, значит, десантников отправить в Вашингтон, снимать там флаги или что-то еще. Где ответ России? Как мы ответили на то, что Десантников сняли мы наши флаги? отправлять Леонид не Иванович, будем секунду. никуда. Секунду. Ответ будет подготовлен, будет направлен. В Да. суд подали. Где Да. этот суд? Осветили его хоть в каких-то средствах массовой информации? Леонид Иванович, знаете, о чем вы сейчас сказали? Вы важную вещь сказали. Что мы там ищем на Западе? Что мы там... Давайте на Восток, давайте СНГ, давайте вот это все Да. развивать. Да, Да. правильно, Леонид Иванович? Правильно. Надо направиться, вы сказали. Да мы направляемся туда. Только мы никому сейчас не нужны вот с этим подходом. С чем? Когда у нас разваливается своя инфраструктура, когда наша экономика зависит от того же самого Запада, зависит вот от этих вот, значит, высылки российских дипломатов и шельмования. Правильно ты сказал. И эти А страны, кто Леонид построил Иванович, эту секунду. зависимость? Кто зависимость Секунду, эту Леонид 27 Иванович, лет строил? дайте я закончу. Вот вы строили. Я строил, Вот строили конечно. лучшие министры Леонид Иванович, финансов, которые у нас были. Сейчас я Лучшие президенты пьяные, Я не которые вот перебивал, так вот Лёнь. танцевали там Лёнь. в Берлине. Лёнь. Вот тогда вы Лёня. были, вот строили. Леонид 27 лет. Окститесь. Остановись. Остановитесь. Хватит это строить. Остановись. У вас будет начать рваться. Остановись. Так же будет СНГ, Кемерово рваться. Леонид Иванович, структура СНГ, председателем комитета, который Госдумой является, это орган, который торпедируется теми же членами СНГ. Говорит об этом Лукашенко. А Не Ереван, волнуйтесь, Ереван ничего не ведет торпедируется. переговоры. Торпедируется такими, Да не как перебивай, вы, Леонид. либералами. Лукашенко ничего не Да при торпедирует. чем тут- Лукашенко предлагал построить союзное Еще раз, государство, от нас- еще когда вот здесь ходили либералы, Ну, и не остановитесь. пускали ни одного Лёнь, коммуниста. можно я закончу? Не дали ни рубль сделать совместный с Белоруссией. Вы забыли об этом? Цитату Лукашенко Великобритания. привел относительно того, что необходимо переформатировать Никита Олегович, СНГ. спасибо. Давайте еще дадим Ереван возможность уходит. кому-нибудь Ар- сказать. Еще возможность Я дадим всем кому-нибудь даю сказать. говорить. Кто Я не стою- уходит? Просто, Дмитрий Кто не Геннадьевич, уходит? секундочку. Дайте Но вот сказать. то, что Постсоветское господин пространство Исаев нам сейчас не сейчас хочет к нам. рассказывает, секунду.